За полгода будет построена государственность Донецка и Луганска. Причем я надеюсь, что единая. Кроме того, за полгода в результате иностранных военных вторжений на территорию этих государств формируются условия, обратите внимание на мои слова, для таких же процессов в Харькове, Днепропетровске, Одессе, Николаеве и других территорий, то, что называется Юго-Востока. Понимаете, да? Угу. То есть практически запущен будет механизм клонирования, механизма борьбы с иностранным интервентом. Условно говоря, тот же Одесский полк, который формируется сейчас в Донецке и в Луганске, но ясно, что он сегодня борется, вот как польская армия, в рядах Красной армии и сражается на фронтах на территории СССР, а потом она будет освобождать Варшаву. Так и здесь. Она будет освобождать Одессу. Именно поэтому второе, идеологическая борьба сейчас идет. Сейчас очень много идет борьба на уровне идеологических концепций. Да? Будет ли сформирован Одесский полк или нет? Потому что если он сформирован в составе Донецкой и Луганской армии, это предопределительный процесс освобождения Одессы. Если его растворят, не скажут, что так, значит, отказались от этой линии, от этого направления. Понимаете, да? Понятно, вот это все простые вещи. Дальше будет сформировано национальное средство массовой информации, которое будет говорить правду. Удастся, это же тоже не трудно выстроить. Значит, это будет образец для России. То есть там много образцов. Механизм Госбанка. Будет Госбанк или Центральный банк? Образец для России. Угу. Это очень многие вещи, которые клонируются. Давайте рассмотрим, допустим, ситуацию в Крыму. В Крым территория, которая освободилась. Да, тогда вопрос. Зачем в Крыму в Конституцию записали, что Крым подчиняется внешней системе управления иностранной? А я ее не читал. Записали? Так никто ее не читал. Но кто-то же ее писал. Те же самые статьи о том, что приоритет. Да. Но если Крым в состав России входит, то он подчиняется общероссийской конституции. То есть сейчас важный вопрос – это укрепление государственности Донецка и Луганска, формирование армии этих государств, насыщение этих армий, в том числе, поскольку армиям государства положено тяжелое вооружение. Я вам скажу, что Стрельцов, например, он там отладил систему. Там американская, украинская техника, в том числе с наемниками. Помните, мы давно обсуждали, что в технике сидят наемники. Да. И вот сейчас только наше телевидение это заметило. Для нас-то это было известно уже давным-давно. Но некоторые телевизионные ресурсы, я думаю, что сейчас они быстренько эту информацию сольют. Потому что американцы это отследят и дадут команду своим в России это не публиковать. Но в технике сидят наемники, потому что там не нужно знать украинский или русский язык. Можно в этом БТР или в танке, или в самолете, или в вертолете. Кстати, там информация, что 20 наемников где-то пропало. Но это, еще раз, это американские карательные части. Чисто американские военнослужащие, каратели, которые тем же самым занимались и в Сирии, и в Ливии, и в других государствах. И появление у Стрельцова средств борьбы с танками, она автоматически остановила всю карательную операцию. Вообще говоря, там, конечно, воевать-то никто не хочет, кроме... И те же американские солдаты, они тоже не хотят воевать. Да, они в первую очередь не хотят. И зачем им умирать, не пойми за что. Я сейчас сказал, там 600 тысяч может быть иметь численность армии. На самом деле, имея армию даже где-то в 50-60 тысяч, то есть это даже вообще-то штаты военного мирного времени. Донецк и Луганск, он полностью защищает свою территорию и освобождает, в принципе, даже с этими силами всю Украину. Если не появятся силы НАТО в этом случае, да, мы сейчас говорим, будет ли бесполетная зона, Путин объявит ли и так далее, но если не появятся силы НАТО, а я думаю, что и не требуется объявлять эти зоны, когда есть государственность, это государство может решать проблемы и само. Что Донецк и Луганск не может иметь авиацию, например, может в современном мире это несложно.